Всем привет! Начинаем 21 выпуск чтений комментариями. Мы читаем, напомню, книгу Ральфа Блюма. Вот здесь вот картинки есть. И тема сегодняшнего выпуска «Каков мой крест?». Ну, я почему-то вот хотел бы перефразировать не «каков мой крест?», а «каково мое бремя?». То есть, что я тащу? Бремя, обременяющее, не дающее мне идти вперед. Вот именно вот так вот я хотел бы начать сегодняшний, пятую руну в раскладе «Профиль судьбы». Опять же напомню, что Ральф Блюм является христианином, который изучил руны. И книгу он написал в таком же духе. Тем не менее, это ему не помешало описать руны викинга. Понятно, что мировоззрение его осталось прежним. И не исключено, что я сегодня буду критиковать уже хотя бы даже по названию. Потому что в христианстве символ креста – это символ распятия Иисуса Христа на кресте за всех людей. Но давайте мы перенесем образ изначально, прежде чем мы начнем читать, образ на Одина. Потому что руны людям дал Один. И речи Высокого нам четко говорят старшие Эды. Во всяком случае, мы можем на это опираться, что и висел он на древе, и по преданию вниз головой, 9 дней и 9 ночей, никто не давал ему ни пищи, ни питья, и пригвожден он был собственным копьем. И когда узрел он руны, то рухнул на земь и руны увидел. Вот исходя из этого, как вот элемент креста мы рассмотрим не как распятие, а как бремя, а само понимание распятия, это называется самопожертвование ради знаний. Вот в таком ключе, наверное, давайте мы начнем чтение комментариев. Крест, я заменяю слово бремя. Бремя символизирует обстоятельства, сопутствующие вам, нам, всем, на протяжении всей нашей, не вашей, а нашей жизни. Это наше суровое испытание от момента рождения до самой смерти. Точка. Суровое испытание от момента рождения до самой смерти уже звучит таким, знаете, как приговором. То все, значит, раз это испытание, это бремя, значит, его волочь нужно от самого рождения, от момента рождения до самой смерти. На самом деле, опять же, если мы вспомним такие вот фразы библейские, да, будем так говорить. Время называли телом. Апостол Павел называл время или временное пристанище моей души. Если с этой стороны смотреть, что мы проходим суровые испытания в теле от рождения до самой смерти, то, конечно, да. Но давайте мы посмотрим не как взглядом, не как испытание нахождения в теле, а как способ. Потому что меняет даже взгляд с того момента, что это испытание, это бремя, и момент, что это способ достижения каких-то целей, то уже тогда получается, что это суровое испытание, это способ достижения каких-то целей. А в данном случае мы говорим в первую очередь, это магическое познание. Или я ставлю знак равенства духовное познание. Поэтому вы говорите, я духовно развиваюсь, я говорю, магически развиваюсь. Есть разница в этом? Нет.
Потому что духовное развитие и магическое развитие, они равноценны. Просто подмена понятий, чтобы уходить от страшного слова магия, в том понимании, в котором было вдолблено инквизицией в древние времена и запугано каноническое навязывание своей воли и правил жизни. Вот это, в общем-то, целое поколение заставили верить в то, во что сегодняшние даже не понимают. И это, к сожалению, печально. Поэтому, если мы рассматриваем, что на протяжении всей нашей жизни время — это наше суровое испытание, но именно суровое испытание как способ достижения духовного развития, здравствуйте, Алекс, то тут уже немножко по-другому мы понимаем. Это никак не противоречит самому мировоззрению Блюма, но противоречит самой концепции христианства как таковой. Поэтому мы не будем критиковать христианство, каждому свое, но и не будем критиковать Блюма, но мы выискиваем отсюда ключики. Ну, я лично в каждой книге нахожу ключики для своего развития. Поэтому давайте рассуждать и размышлять с позиции нахождения ключей. Следующий момент – это то, что время – суровое испытание. Давайте мы посмотрим на то время, которое мы имеем. То есть мы разобрали, что мы переключаем внимание как способ, и в этом ключе давайте рассудим. Бремя – это то, что нас обременяет. Это то, что нам не дает двигаться более легко и более свободно. На самом деле бремя, в моем понимании, это не что иное, как нерешенные в нашем сознании вопросы, которые могут быть притянуты из прошлого воплощения. То есть если мы не решили вопросы в прошлом воплощении, их придется здесь решить. А зачастую нам не нужно даже притягивать прошлое воплощение. Мы в этом воплощении в некоторых случаях не хотим учиться, не хотим получать развитие. Поэтому мы обременены своим, в первую очередь, нежеланием. И вот вопрос. Время может быть суровым испытанием. Время, если мы свой взор пересмотрим, как томится в нашем теле, или это не что иное, как способ достижения, раз, и способ преодоления. Но я вам хочу сказать, нет ни одного человека, который бы любил препятствия. Если кто-то скажет, я люблю препятствия, я люблю трудности в своей жизни, я люблю испытания, я кайфую от них, мне нравится, когда у меня в жизни все плохо, и я радуюсь, и замечательно, не верьте этому человеку. Он блефует или просто-напросто вводит себя в заблуждение и других. Потому что ни один человек, который, преодолевая препятствия и проходя свою жизнь как способ развития, достигая каких-то успехов, никогда не расскажет о том, что у него было в жизни плохо. Почему? Да все очень просто. Потому что свойственно человеческой памяти, как инстинкт самосохранения, забывать плохое и помнить только хорошее. И вот заставь рассказать человека, как он шел к успеху, как он достигал, он не расскажет и 10% из того, что было. Он не расскажет слезы в подушку, он не расскажет, какой страх у него был, он не расскажет, как он нуждался, он не расскажет, что у него не было еды, он не расскажет, что у него не было жилья. Он это не расскажет. Не потому, что ему стыдно, а потому что по сравнению то, чего он достиг, он теперь понимает,
что пройдя эти испытания, пройдя эти трудности, он только поэтому получил ту цель, которую он достигал. Он не сдался, он не сломался, как бы его ни ломали. Почему можно говорить, что, например, абстрактный человек сильный? Да потому что он не сломился, он не похерил свою цель, он шел к ней, несмотря на испытания. Я уже говорил, что в северной традиции, когда на пути попадается испытание, это верный знак, самый верный знак, что мы идем правильным путем. Потому что просто так ничего не дается. Или ты заплатишь какой-то другой ценой, или ценой суровых испытаний. Пока ты не избавишься от бремени, которое как раз и является суровым испытанием. Вот в чем парадокс. Ответ на данный вопрос, читаю дальше, ответ на данный вопрос обнажает характер невзгод, которые вам придется преодолевать для того, чтобы продвинуться на пути повышения уровня самосознания. Точка. Повышение уровня самосознания обнажает характер невзгод. То есть опять же такая обреченность, которой вам придется. А почему? Кто сказал, что придется? Ведь нам приходится преодолевать характер невзгод, разных характеров невзгод, из-за своего же собственного хамства, из-за своей неспособности осознать и понять, что это тот путь, который делает нас сильнее, и что только сильные, преодолевая этот путь. Не то, что это данность, вот ты сильный, я слабый. Нет, сильными становятся именно в пути. Сильными становятся в пути. Потому что сильный — это тот, который, будучи в своей слабости и немощи, преодолевал. Вот в чем секрет, в общем-то, достижения успеха. Я вам хочу сказать, что успешные люди не любят говорить, как они достигали этого успеха. И даже если вы читали книги об успешных людях, или библиографы описывали жизнь людей, которые достигли успеха, там не написано и половины правды. Вот в чем вопрос. Там написано именно то, что хочет публика. А кто хочет слышать о том, что кто-то страдает, или у кого-то есть какие-то невзгоды, или обнажается характер каких-то невзгод? Кто захочет слышать или читать такую книгу об успешном человеке? Понимаете? Вот поэтому и создается иллюзия, что достижение успеха — это легкий путь. Вышел на полянку с сачком и ловишь бабочки, так и к успеху пришел. Понимаете? Вот суровая правда. Это раз. Ну и тайна достижения успеха, настоящего успеха. Поэтому придется преодолевать только в том случае, если мы не способны принимать эти трудности как тренера, который делает нас сильнее. Потому что именно в самый последний момент, когда вот-вот должен получить, вот-вот должно выпасть, вот-вот должно прийти, вот-вот удача должна произойти, большинство опускает руки. У меня нет сил, я устал, я не могу. Кому он лепит эти отмазки? Самому себе. Именно у самого порога, у самого дня, сумерки, утром, перед рассветом погибало большинство людей из-за страха. Примите ваше бремя сознательно. Ведь поступая подобным образом, вы изъявляете решимость выдержать все испытания, уготованные вам божественной волей. Точка. Божественная воля, я по-прежнему уточняю, божественная воля — это не какая-то воля вне, а концепция
парадигма, если хотите, то божественное внутри нас, и божественная воля — это то, что мы изъявляем своей волей. Поэтому, если мы перефразируем эту фразу, следует принять наше бремя, обременяющее, сознательно. Сознательно — это посмотреть на него как на способ. Ведь поступая подобным образом, мы изъявляем решимость, твердую решимость выдержать все испытания, уготованные нами же самими на пути к цели. Понимаете? Как вам такой перевод? Мне это больше нравится. Мне кажется, это более реально. По мере роста вашего уровня осознания вы осознаете и тот факт, что некоторые превратности судьбы вам предстоит преодолевать на протяжении всей вашей жизни. Точка. Вот здесь вот я абсолютно не согласен с Ральфом Блюмом, с его убеждением, что некоторые превратности судьбы вам предстоит преодолевать на протяжении всей вашей жизни. Если мы ничего не будем делать для того, чтобы меняться внутри, то тогда я могу с ним согласиться. Понимаете, что превратности судьбы, которые предстоит преодолевать на протяжении всей своей жизни, говорят только об упрямстве человека. А в переводе с греческого «упрямый» — это дурак. То есть человек претерпевает превратности судьбы, предстоит преодолевать на протяжении всей своей жизни. То есть получается, что человек дурак, он не учится, поэтому он и преодолевает на протяжении всей своей жизни. Так может настал момент признаться честно, что я дурак, например, раз у меня превратности всю мою жизнь. Упрямый. Упрямый как осел, упрямый как дурак, упертый. Вот в чем вопрос. И об этом, если рассуждать, то если убрать это упрямство, а настроиться, что преодоление нас укрепляет, и на протяжении всей жизни одно и то же, одни и те же грабли, это уже слишком, то, наверное, преодолевать не надо. Знаете? Пусть лучше этот мир прогнется под нас. Не будем прогибаться под изменчивый мир. Пусть этот мир прогнется под нас. Песня Макаревича. Помните? Вам представится множество возможностей разрешить личностные проблемы, символически выраженные вашим бременем. Символически выраженное вашим бременем. То есть в чем символизм, выраженный нашим бременем? Наше бремя — это то, что мы считаем бременем. Понимаете? Это то, что мы называем препятствием. Это то, что мы называем кандалами или что-то нам мешает. На самом деле нам мешает только то, что мы обозначаем, что это мешает. И спрашивается, если тебе это мешает, почему ты от этого не избавишься? Нет, это мое. Понимаете, в чем дело? И тащит его, тащит, борозда уже такая, ему еще сверху это бремя накладывает. Он тащит и говорит, мое добро. Вот если в таком плане, то да. На самом деле то, что мешает, от этого нужно избавляться. Потому что для того, чтобы пройти эту жизнь сполна и насладиться этой жизнью, не в том виде, в котором это преподносят маркетологи, да? А именно в духовном плане. Потому что прежде чем что-то получить материальное, нужно иметь что-то духовное внутри. Иначе это бремя будет в следующем воплощении только намного больше. Бремя есть экзамен на мудрость.
Христос на древе, говорю, Один на древе. Я вот перефразирую. Вот он даже проводит параллель. Смотрите, крест экзамен на мудрость, Христос на древе, Один на древе. Да? То есть испытание, добровольное испытание. По преданию Христос тоже отдал себя добровольно на распятие, и Один добровольно. Есть определенная параллель, да? Только в духовном плане, не в плане магическом плане, не в плане догматики христианской, а в плане для чего он это сделал, зачем. Потому что простое объяснение, он сделал это для того, чтобы спасти людей? Нет. Ради обретения мудрости, ради обретения опыта. Вот в чем вопрос. Соединение восстановлено, и запись пошла дальше. Разбушевался я. Каждый из нас на древе. То есть каждый из нас отдает определенную жертву или отдает определенный экзамен на получение мудрости, на преодоление бремени в своей жизни. Каждый из нас должен быть готов себя пожертвовать как Один, как Христос, если хотите, ради обретения мудрости. Крест или бремя символизирует собой тот процесс, без которого не может состояться обретение мудрости. Вот здесь вот слова просто достойные, осмысления, будем так говорить. Пример толкования. Эйваз – защита, отвращающая силы. Когда мы подвергаемся испытаниям, мы собираемся силой, чтобы предотвратить блокаду и поражение, говорит эта руна. В моем понимании Эйваз, она необратимая руна, да? Но тем не менее она имеет определенные аспекты. Я ее называю руна страха. Не потому что она страшная, хотя много формул делаются, замешиваются на руне Эйваз, особенно вредоносных формул. Но есть формулы, допустим, которые наоборот помогают преодолевать страх. И вот что самое интересное в этой руне. Страх, то есть защита, она очень символично выпала к 5-му раскладу, каково мое бремя, каков мой крест. Почему? Потому что страх мы можем преодолевать или стойко, решительно, идя навстречу этому страху, даже с каким-то, знаете, страхом того, что посмотреть, а чем это закончится, или уйти в глухую защиту, спрятаться. По сути, Эйваз предупреждает о том, что есть страх, с которым нужно что-то делать. От страхов не надо избавляться, это бессмысленное занятие. Но на самом деле преодоление страха – это набор силы, магической силы. Потому что когда вы не просто отвращаете свое внимание от страха, это спрятаться от страха. Это одна сторона Эйваз. А другая сторона Эйваз говорит о другом. Она говорит, что когда вы преодолеваете страх, страх никуда не девается. Но вы становитесь сильнее с этим страхом уживаться. Более того, маги берут страх в союзники. Почему в союзники? Потому что эти страхи могут и предупредить, и направить, и защитить. В чем заключается защита? В том, что ты предупрежден, что может что-то произойти. И ты можешь, у тебя есть решение что-то предпринять для того, чтобы этого не произошло, для того, чтобы этого не случилось. Или ты примешь это как неизбежность.
Вот через 2 месяца будет то-то, то-то, то-то. В конце сентября будет все. Все, жизнь закончилась. Это одна сторона страха. А вторая сторона страха. А давайте мы посмотрим, что будет в конце сентября. Но я не буду сидеть ждать, что будет в конце сентября. Я буду что-то делать. И будет ли то, что я ожидаю, или будет то, что я хочу, что я делаю? Или я 2 месяца сижу и жду, трушусь, когда это наступит? Это есть бремя. Или я что-то буду делать, чтобы этого не было? Вопрос, хочу ли я то, чего я боюсь, через 2 месяца, чтобы свершилось? В этом парадокс сознания. Конечно, никто не скажет, я не хочу. Так а зачем ты это декларируешь, что это случится? Принимаешь это со смирением, делаешь что-то, чтобы это не случилось. Вот в чем суть руны вас. Понимаете? Вот поэтому я ее называю руной страха. И она же руна защиты. Защиты от самого большого врага человека — это страх. Или мы преодолеваем этот страх, или этот страх одолевает нами. Так вот, я задаю вопрос всем нам. Мы будем ждать обреченно, когда что-то произойдет, или будем что-то делать, чтобы произошло не то, чего мы боимся, а то, чего мы хотим? Когда мы подвергаемся испытаниям, мы собираемся силой, чтобы предотвратить блокаду и поражение, говорит эта руна. Научитесь рассматривать возникновение задержек и препятствий как потенциальное благо. И тогда вы начнете ясно понимать, что через неудобства и дискомфорт происходит развитие. Увы, это так. Через неудобства и дискомфорт. Потому что иначе, к сожалению, человек не развивается. Вот я на каждой встрече, уже 21 встречу, я приглашаю на обучение. Я вам хочу сказать, что на обучение зайдут те, которых припрет. Понимаете? Которых припрет желание развиваться. А если не припрет, то никто не придет. И нечего зазывать. Потом уже даже не зазывай. Сами будут бегать и искать. Помогите. Вот в чем вопрос. Тоже есть о чем подумать. Вы по натуре своей склонны выходить за рамки. Вы по натуре своей склонны выходить за рамки. Этой натуре свойственны. Это ваша склонность ломиться вперед тогда, когда следовало бы остановиться. Требует время, характеристики препятствий. Вот в чем вопрос. Еще стоит рассмотреть. Мы иногда хотим, чтобы то, что с нами происходит, быстро закончилось. Но мы ничего не делаем для этого. Мы просто хотим, чтобы это закончилось. Отсюда убегание, отсюда отвращение, отсюда ляжь поспи и все пройдет. Отсюда давай мы напьемся до чертиков, чтобы не видеть чертиков. Понимаете? Отсюда человек употребляет наркотики и другие седативные средства, чтобы отключиться от страха. Но для этого, для преодоления этого ничего не делает. А ведь на утро мало того, что будет болеть голова, мало того, что будет ломка, мало того, что ты все равно, проснувшись, ты все равно будешь стоять лицом к лицу со своим злейшим врагом, своим же страхом. Об этом, к сожалению, никто не думает. Поэтому что нужно делать для этого? Какой совет? Чтобы понимать, какое мое бремя отягощающееся, да? Которое это наш страх. Вот какое бремя, которое мы тащим через всю свою жизнь. Вопрос, кто преодолевает, а кто не преодолевает. Она требует, то есть натура,
чтобы всякий раз встречали немедленное противодействие любому вашему неправильному действию. Характеристика препятствия, извините, она требует, чтобы всякий раз встречали немедленное противодействие любому нашему неправильному действию. В конечном-то счете все, что требуется от нас, правильно прожить жизнь. Правильно прожить жизнь, опять же, правильно по своим правилам, а не правильно по правилам других. Поэтому слово «правильно» давайте понимать правильно. Вот такая тавтология. На сегодня все. На следующей встрече мы с вами поговорим о 6-м завершающем, и у нас 100-я страница, завершающем раскладе, что представляет профиля судьбы, что представляет собой моя целостная сущность. И будет толкование, и довольно такое длинненькое толкование, и мы завтра плотно почитаем с комментариями. А на сегодня все. Благодарю всех тех, кто смотрит это видео. Алекс, благодарю, что вы были. И те, кто тоже смотрел прямой эфир, я вам благодарен. Кто смотрит первый раз и ему понравилось, подписывайтесь. Не забудьте поставить уведомления, колокольчик нажать и нажать все уведомления, для того, чтобы не пропустить новые видео. По-прежнему сообщаю, что завтра в 18:00 мы встречаемся на 22-й выпуск и будем продолжать чтение, что представляет собой моя целостная сущность. Всего доброго вам, всех благ. До свидания.